Скорпионы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня с вами смотрим ваш таро-прогноз на сентябрь 2024 года. Мы проанализируем, каким для вас будет месяц, какие энергии войдут в вашу жизнь, порадует вас этот месяц, чем именно и чем удивит. Ну и в целом, останетесь ли вы довольны. Напомню, что расклад является общим, он не индивидуальный. Если кому нужно точечно просмотреть ваши какие-то личные события, то ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео, ну или под любым из моих видео на канале. Итак, основные энергии. Работа, финансы, здоровье, личная жизнь и рекомендации от карт. Арканы перед вами, надеюсь, они вам хорошо видны, поэтому давайте приступим. Итак, основные энергии. У вас здесь ложится паж монет. Паж монет — это карта нового опыта, новых возможностей или становления вас на каком-либо пути, потому что это в целом аркан получения знаний. Но он, безусловно, является дуальным, как и каждый из арканов второго, поэтому может работать, так сказать, в обе стороны. А именно, то есть как вы можете кого-то обучать, передавать какие-либо навыки, так и кто-то может обучаться у вас. Опять же, это акцент, который смещен на детей, на взаимодействие с ними. То есть, если у вас есть дети, неважно, маленькие или возрастные, будете заниматься их вопросами. Если вы планируете вопросы зачатия, деторождения, то паж монет может указывать в большей степени на подготовительный процесс, связанный с этим нюансом. Мы дотягиваем аркан, дабы раскрыть первую карту, и у нас здесь ложится девятка жезлов. Это такая позиция, знаете, как по принципу тяжело в учении, легко в бою, потому что девятка жезлов — это багаж знаний, который вы за собой несете. Он пока еще не представляет тяжести, вы еще пока не в десятке жезлов, но вместе с тем ощущаете себя защищенными, вам комфортно. То есть, иными словами, есть на что опереться, и более того, девятка жезлов показывает, что какие вершины вы сможете одолеть, к чему сможете прийти. Используйте себе это во благо. Если вы в рамках этого периода собирались получать новые знания, образование, пройти какие-то курсы, самое время. Это будет очень плодотворный период. По вопросам работы. Здесь у нас ложится девятка монет. Карта самодостаточности, увеличения дохода, новых возможностей. Плюс вас могут больше ценить как эксперта, как специалиста в той либо иной нише. У некоторых из вас может идти ситуация не просто даже повышение оклада. Допустим, если вы сами работаете на себя, вы можете увеличить стоимость своих услуг. Потому что по девятке монет растет ваша ценность, ваша значимость как специалиста. Но мы с вами раскроем этот аркан для каждого. Ну, то есть о чем здесь идет речь. В первую очередь смотрим здесь по ситуации для тех, кто у нас не работает на данном этапе. И здесь у нас ложится аркан звезда. То девятка монет и звезда — это как попытки воплотить свою мечту, вкладываться в ее реализацию. А для некоторых это как получение дополнительного образования, навыков, знаний, то, что впоследствии вы можете монетизировать. Плюс девятка монеты, аркан звезда — это выходить в медиапространство, то есть кто-то может заводить социальные сети рабочие, кто-то может быть размещать какие-то свои наработки на YouTube или на других площадках, будто там Patreon. То есть вы здесь монетизируете свои знания, навыки, ведете определенный контент и получаете за это материальное вознаграждение. Для тех, кто у нас является соискателем, здесь на повестке дня у нас ложится тройка жезлов. Тройка жезлов с девяткой монет говорит о том, что вы будете здесь востребованы, то есть в вас будут нуждаться как в специалисте, поэтому данные карты говорят о следующих моментах. Это может быть как устройство по найму, так и работа на себя. Но здесь в данном случае по тройке жезлов это как за счет сарафанного радио. То есть ваш круг общения поможет вам себя реализовать как мастера в той либо иной нише. Если вы у нас являетесь наемным специалистом, то здесь ложится четверка монет. С девяткой монет это упрочнение, укрепление ваших позиций. Это раз. И, конечно же, для вас пусть и незначительный, но это рост заработной платы, вашего оклада. Для тех же, кто у нас владеет собственным делом, девятка монет и десятка жезлов. Будет очень такой горячий, я бы сказала, напряженный месяц, потому что будет много работы, много задач, но все это будет оправдано в материальном плане. Поэтому действуйте, трудитесь, и ваши проекты принесут свои результаты.
Финансовая сторона вопроса. У нас здесь ложится аркан суд. По суду. Во-первых, это восстановление вашего материального положения, это улучшение финансового канала. Для кого-то могут проходить вопросы получения наследства или для вас благоприятного раздела имущества. Помимо всего прочего, для вас это может быть ситуация, когда вам возвращают деньги или, может быть, налоговая инспекция возвращает какие-то проценты. То есть в любом случае, как деньги возвращаются к вам обратно. Плюс действительно, как улучшается рост ваших доходов. Здоровье. По здоровью у нас здесь ложится 6 чаш. Здесь, видите, изображена такая поездка в лоно природы, может быть, для кого-то в родные пенаты. Но в любом случае это акцент на тем, чтобы вы отдохнули, восстановились. Потому что 6 чаш зачастую у нас указывает или на обострение хронических заболеваний, чаще всего наследственных, или это могут быть какие-то респираторные заболевания, которые вы можете подхватить от детей. Но что такое, помимо всего прочего, 6 чаш? Это, конечно же, аспекты профилактики. Поэтому, если вам позволяют время, ресурсы, возможности, желательно укрепить свой иммунитет, свое состояние здоровья в течение этого месяца. Конечно же, благодаря отпуску, отдыху, может быть, каким-то процедурам, которые позволят вам ощущать себя комфортнее и лучше. Но этим вопросом следует непременно заняться. Личная жизнь. Здесь ложится 5 жезлов. Карта борьбы, противостояния, аркан конкуренции. В каком ключе он будет звучать для вас, мы сейчас посмотрим. Давайте оценим ситуацию для тех, кто у нас свободен. И здесь по королеве мечей. Для мужчин это может быть знакомство с женщиной воздушной стихии, весы, близнецы или водолей, но на такой, как я говорю, конфликтной ноте. Для девушек и женщин по королю чаш здесь, знаете, такой рациональный подход к отношениям в целом. И может также проходить знакомство с мужчиной водной стихии, рак, скорпион или рыбы, но опять же на каком-то, знаете, как напряженном моменте. Ну, не знаю, может, вы там с кем-то поконфликтовали в социальных сетях или там на парковке. Это не важно где. То есть это, знаете, как общение начинается со спора. То есть в вашем ключе это может отыграться именно так. Если вы у нас в любовных треугольниках, то здесь по 9 чаш. На самом деле, хотя это карта и физических удовольствий, эмоциональных удовольствий, но что происходит здесь по факту? С одной стороны, может прозвучать эта дуада карт, как бороться за любовь, за чувства, за отношения с вашим избранником или избранницей, но в том же ключе может идти борьба с вашим партнером или партнершей за ваше комфортное, уединенное времяпрепровождение, потому что здесь эта 9 чаш, она в большей степени говорит о том, что вам хочется больше времени посвятить самому себе или самой себе, погрузиться, не знаю, там, в какие-то знания, может быть, выйдете там на новый вид спорта или посещать какие-то секции, то есть больше времени для себя любимой или любимого, больше времени на какие-либо ваши хобби или увлечения. Если смотреть ситуацию для тех, кто в стабильных союзах, здесь 10 монет. 10 монет на самом деле это прочная, это стабильная связь. Единственное, что 5 жезлов может здесь говорить о ситуации выяснения, кто в доме хозяин, или распределения, так сказать, гендерных ролей, обязательств в вашем союзе, в вашем партнерстве. Реже это могут быть какие-то споры по поводу распределения семейного бюджета или, в принципе, расходов, если у вас общий, не общий, прошу прощения, раздельный бюджет, то здесь эти карты могут указывать какие-то прения, недопонимания или выяснения взаимоотношений по этому поводу. Совет от карт. По рыцарю мечей. Во-первых, это карта напора, карта активности, аркан, который вам благоволит в каких-то начинаниях, в поездках, в перемещениях, смене места жительства, в вашей активной позиции и в отстаивании ваших личных границ и интересов. То есть здесь энергии Вселенной вам однозначно будут помогать и давать подспорье. Смотрим на неожиданность периода. Что будет здесь? Как будет развиваться цепочка событий? Так, змея, звезды и карта крест. И здесь у нас на дне колоды аркан медведь. Во-первых, для кого-то это вопросы исцеления или ситуация, когда вы можете выявить какое-то хроническое заболевание и как следствие бороться с ним. Далее.
Змея, звезды, крест — это как обретение мудрости и идти к мечте, ну, через тернии к звездам в прямом смысле слова, или преодоление сложных преград на вашем пути. Плюс дно колоды у вас аркан Медведь — это помощь или содействие со стороны влиятельных лиц. Еще змея, звезда и крест — это ситуация, когда вы можете обдумать и не то чтобы отказаться от мечты, а сменить мечту. Но я образно сейчас, не знаю, может, вы планировали себе купить недвижимость в каком-то там конкретном районе, может быть, там элитная ЖК. И в последний момент ваши планы и стратегии могут поменяться. Это может быть вообще посыл и желание приобрести недвижимость не то, что в другом районе, там, в другой стране, и вообще это может быть, не знаю, там отдельно стоящий дом. То есть как меняется концепция вашей жизни или ваши взгляды на жизнь, меняется идеология. Поэтому здесь в первую очередь для вас это позитивного плана перемены. Вот такой у вас месяц. Закрываем вам, конечно же, все в положительном ключе. Вы, пожалуйста, по прошествии периода маякните, дайте знать, как отозвалась информация, как она отыгралась, какие перемены у вас произошли. Если для вас актуальны индивидуальные консультации или обучение на картах Таро, то ссылки на мои контакты всегда под любым из моих видео или в шапке YouTube канала. Я с вами не прощаюсь, услышимся в следующих выпусках.